Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Это что вообще такое тут происходит? Название Лакерна забрал свое. Девятое место. Тэхён, тебя приворожили. Как же он очарован Чангуком. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Тэхён намекает, я не гей, но я влюбился в Чангука». Тэхён приложил все усилия, чтобы ввести Чангука в свой тесный круг семьи и друзей, четко заявив, насколько важен был Чангук в его жизни. Тэхён, наслаждающийся своим отпуском, вспоминает о Чангуке, пишет ему, что скучает по нему, и в итоге Чангук оказывается с ним. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Качество моментов Тэйкук всегда было образцовым. Седьмое место. Интересно, что в группе 7 человек, но только двое из них всегда висят друг на друге коалой. Шестое место. Поведение пары. Тэйкук – это смущаться от его действий. Наверняка руки Чангука чувствуются очень нежно и выглядят слишком правильно на Тэхёне. Пятое место. Я не знаю, как это комментировать. Четвертое место. Забота. Чангук хорошо заботится о Тэхёне. Третье место. Новости. Проект от мьянмской фан-базы Тэхёна. Мы пожертвовали много основных продуктов питания и предметов первой необходимости более чем 6 тысяч беженцев. Это разоренный войной регион Мьянмы, поэтому транспортировка очень затруднена, но мы использовали различные наземные маршруты и водные пути для пожертвований.
Мы были очень рады возможности пожертвовать в честь нашего любимого Ким Тэ-хёна. Сильнее еды Чангук любит только Тэ-хёна. Японская певица и автор песен Фуруириха включила песню Чангука 3D в число немногих песен в категории «Лучшие 2024 года» и назвала Чангука одним из артистов, которые оказали наибольшее влияние на мир в 2023 году. Хотя он был выпущен в конце 2023 года, все песни, выпущенные Чангуком в том году, были настолько хорошо сделаны, что вы могли бы слушать их с восхищением. Я думаю, что он определенно один из артистов, которые оказали большое влияние на мир в 2023 году. Теперь держи меня за руку, ты причина моего счастья. Наши армии сегодня отлично поработали, вывели трек Хасока Blue Side «Outro» на первое место в американском чарте iTunes. Благодаря этому BTS теперь становится первой и единственной группой, каждый участник которой смог достичь первой строки в iTunes As за один календарный год. И это при условии, что парни в армии и взяли перерыв. Грандиозно. Рожден быть на сцене. Акш Багла – индийский ютубер, певец и музыкант, который сделал множество каверов на песни Чангука, а теперь и участник-лидер первой в Индии поп-группы бойс-бенда First 5. В недавнем интервью упомянул Чангука как своего любимчика и сказал, что он всегда любил Чангука. Личное пространство? Что это? Альчик, который выглядит как мечта. Чангук, я не малыш. Также Чангук. Выставка дизайнера Светлана Ви Великие о Великом, посвященная Ким Тэ-хёну, откроется 30 декабря 2024 года в пространстве Лофт проект «Этажи» в Санкт-Петербурге. Проект задуман как неожиданное прочтение Тэ-хёна
через творчество знаменитых художников и поэтов, от Пикассо до Петрова-Водкина, от Пушкина до Маяковского. Автор представила серию дизайнерских арт-объектов, коллажей, костюмов, гобеленов, выполненных в уникальной авторской технике. Его улыбка способна согреть даже в самую холодную погоду. Winter Ahead преодолела отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify, став 12-й песней Тэхёна, достигшей этого рубежа. К тому же она становится самой быстрой. Какой прекрасный подарок Тэхёну к дню рождения! Это уже канон, легендарочка, Римская империя. Эти снимки выглядят слишком правильно. Так мило, когда они делают одни и те же движения. Новости канала Arirang. Ведущий спросил, какие моменты корейской культуры были самыми яркими в 2024 году. Теперь, когда мы отсчитываем дни до конца 2024 года, мы оглядываемся на некоторые замечательные достижения корейской культуры на международной арене в этом году. BTS принесли хорошие новости фанатам, с нетерпением ожидавшим их возвращения. Самый старший участник группы, Джин, завершил обязательную военную службу в июне, став первым, кто воссоединился с армией. Армия, мой биас, Джин. Так что да, Джин. Он вернулся, и я не знаю, я чувствую себя самым любимым человеком в мире. Понимаете, вернулся ко мне, и это действительно важно. Армия. Итак, ожидание длиной в 1,5 года подошло к концу, и мы видим его таким счастливым, таким красивым. Это заставило нас почувствовать такую гордость. Кинг Тэхёна на парней. Laneige Japan. Лаборатория кремовой кожи In Plaza. Любимый лосьон Джина Cream Skin Lotion. Событие, наполненное очарованием Джин Юса. Также будут проводиться бонусные акции для покупателей. Газетный киоск Plaza, магазин Акасак. Преимущества для покупателя. Для тех, кто покупает продукцию Laneige на сумму более 2300 йен, включая налоги. Примите участие в одном мероприятии, где вы сможете получить мини-образец. Количество льгот ограничено и закончится, как только они закончатся. Преимущества для покупателя. Можно добавить в бальзам для сияния губ для тех, кто покупает бальзам для сияния губ. Получите брелок в подарок. Если вам вдруг стало грустно, всегда возвращайтесь к этому видео, потому что ничего прекраснее и милее вы уже не увидите.
Этот взгляд. Издевается и улыбается при этом. Знакомо, не правда ли? Вот любит он смущать Тэхёна. Некоторые вещи Чон Чангук делает так, как может только Чон Чангук. Возможно, кто-то не знает про эту историю. Когда группа только дебютировали, у них не было официального цвета. В те времена поп-группы дебютировали с официальным цветом. Этот цвет использовался для их лайтстиков, выделял их фандом в толпе, становился основой мерча и объявлялся одновременно с названием фандома. BTS не выбрали себе цвет. Возможно, все известные цвета уже были заняты, а выбрать что-то похожее могло вызвать ненависть. Для них не было места в переполненной индустрии, где доминировали группы из крупных компаний. Или же они просто не нашли подходящий цвет. В любом случае, они не выбрали цвет, несмотря на то, что это было неотъемлемой частью попа. Нетизины автоматически присвоили им серый цвет из-за того, что арми-бомбочки оставались бесцветными. Арми-бомбочки не имели цвета, только стандартный белый свет. Те разноцветные огни, которые мы видим сейчас, появились спустя годы. В 2016 году армии приносили на концерты цветные чехлы, сделанные своими руками или купленные, синие, зеленые, оранжевые, любые. Они меняли их на разных песнях. Армии были полны решимости подарить BTS красивые, радужные огни на встречах. В ноябре 2016 года участники находились в тяжелом положении. Они сталкивались с жестокой критикой, ненавистью, и казалось, что группа может не выдержать такого давления, а их карьера могла оказаться под угрозой. После 2 лет самых жестоких атак, времени, которое они сами называют адом на земле, их ужасно обходилась индустрия, даже коллеги-айдолы, и ненависть лилась со всех сторон. Именно тогда они провели 3-й Маста. На нем они впервые исполнили песню 2, 3 вместе с армией. Они открылись нам. Тэхён в то время переживал утрату своей бабушки, которая его вырастила и была для него как вторая мама. На том Маста он поделился своей болью. И когда Тэхён смотрел на толпу, произнося свою финальную речь, чехлы на арми-бомбочках, которые выбрали тогда армия, были фиолетовыми. Это был океан фиолетовых огней. И именно тогда, глядя на эти огни, Тэхён придумал совершенно новое значение для фиолетового цвета – любовь и доверие. I purple you – я буду любить тебя и доверять тебе долгое время. По каким-то причинам это ощущалось как новое начало. Обещание лучшего завтра. Казалось, что серый, полный боли мир засиял фиолетовым светом. На следующей неделе BTS выиграли свой первый Desan на ММА за альбом года. Через неделю второй на Мама артист года. Оба достижения считались невозможными для артиста не из большой тройки.
А дальше история. Тэхён подарил нам фиолетовый цвет при обстоятельствах, которые могли бы быть написаны только самой судьбой, как результат выбора, сделанного и BTS, и ARMY, как выражение любви друг к другу в самый подходящий момент. Это видео – лучшее, что я видел за последнее время. Сто процентов уверенности в том, что где-то среди фото в телефоне Чангука есть папка, полностью заполненная снимками Тэхёна. Чон Чангук и его культовый танец, который всецело принадлежит только ему. Просто наступи. Что-то вечно. Как, например, лужи моих слюней на полу во время просмотра этого видео. У меня есть некоторые вопросы. Что за вопросы можно заметить на фото? Что это была за договоренность? Иногда я просто хочу, чтобы меня вернули в тот день. То, как Чангук ждал Тэхёна, чтобы сфотографироваться.
Эти щечки вблизи. Тот факт, что он все еще тот же самый 16 и летний Чангук. Требование ко всем – быть на премии. Требование к Чангуку и Тэхёна – не целоваться на камеру, по возможности. Смущенная улыбка Тэхёна. Тэхён и его любовь к Симпсонам. Та армия явно не прогадала с костюмом. Чангук чисто, не твой, вот ты и бесишься. Такой красивый кролик. Просто Чангук, который тащит в рот все, что попало. Второе место. Это так интимно. Когда Чангук забыл, что он хотел сказать, увидев милое выражение лица Тэхёна. Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя от этого. Нет ничего, что Чангук не мог бы сделать для него. Первое место. Мужчина дотрагивается до шеи партнера сзади, берет за шею сзади, что означает на языке жестов. В первую очередь, мужчина утверждает свое превосходство. Такие жесты чаще всего свойственны властным и сильным мужчинам, привыкшим быть главными в паре. Если мужчина прикасается рукой к шее сзади и мнет ее, данный человек симпатичен мужчине с визуальной стороны. В данном случае молодой человек просто поддается инстинкту и стремится проявить тактильный контакт по отношению к своему избраннику.
Если выражаться более простым и понятным языком, то мужчина инстинктивно пытается проверить, насколько его визуальные симпатии совпадают с тактильными ощущениями. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.